talking about turn the key of love, and I had the opportunity to express my experience. And I would like to know why bad people have success in life. Yeah. Okay. Наш гость Ведалиф спрашивает, мы разговаривали тут о том, чтобы дойти к успеху. Но мой вопрос заключается в следующем. Почему к плохим людям приходит успех? Well, to deal with this with the Shastric reference, once in the Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj asked Sukadeva Goswami, why is it the followers of Shiva, who has nothing, Shiva sits beneath an 800-mile wide banyan tree, only dressed in ashes. His followers have so much mundane wealth. Vishnu, who has the goddess of fortune massaging his feet, his followers are poor Brahmins, they're paupers. Why is that? Если отвечать на ваш вопрос, ссылаясь на Писание, то вспоминается история из Шримад Бхагаватам, где Парикшит Махарадж задал вопрос Шукадеве Госвами. Он спросил, почему так получается, что, хотя сам Господь Шива, как известно, он сидит под деревом баньян, которое имеет размер 800 миль, он одет лишь только в залу, иными словами, он находится в крайней нищете с внешней точки зрения, но его последователи крайне богаты. В то время как последователи Господа Вишну, даже хотя сама богиня богатства и процветания служит стопам Вишну, массирует его стопы, последователи Вишну, как правило, бедны. And he explains that he thinks actually to have mundane success or the possession, things that go with it, that's not a blessing. И Шукадева Госвами отвечал, он объяснил, что когда у человека есть так называемый мирской успех, благословение, богатство, преуспевание, это на самом деле вовсе не благословение. It's a cause of bondage. Это причина плена, Attachment. привязанности. Right? It can be an obstacle to spiritual development. Это может быть препятствием для духовного развития. Another place, famous slogan, Queen Kunti, it says, Janmai Swarja Shruti Sri Vir Edamana Madakuma Naivarjata Vidantumbai Kama Kenshana Gocharam. It talks about four generally conceived mundane assets. В ином месте королева Кунти говорит о 4 видах обычно рассматриваемых мирских достояний. Janma, good birth. Джанма – хорошее рождение. Aishwarja means wealth. Айшвария – богатство. Sri means bodily beauty. Шри – телесная красота. And Shruta, Janmai Shruta. Shruta means education. И Шруда – образование. So these are desirable from a material point of view. Эти вещи желательны с материальной точки зрения. But they might be, or most likely will be, impediments to spiritual development. Но, говорит она, они могут быть и даже, скорее всего, станут препятствиями на пути духовного развития. You're more easily approached by those who are materially exhausted. Она говорит, обращаясь к Господу, тебя легче достичь тех, кто материально истощен. What is Christ saying is easier for a camel, elephant, figure to pass through the eye of a needle than a rich man to enter heaven. Так, у Христа есть эти слова. Легче верблюда или слона пройти через игольное ушко, нежели богатому достичь Царства Небесного. There's a story they tell in India, just an Indian story. Есть одна история, ее рассказывают в Индии. Считайте это просто индийской историей. Kings responsible for everyone's happiness. В целом, короли ответственны за процветание всех подопечных. So if someone's not happy,
you get to go to the king. You know? And I mean, you know, it's a short line in a good kingdom. И поэтому, если ты несчастлив, если в твоей жизни что-то не так, то ты имеешь право пожаловаться на свое несчастье королю. И в хорошем королевстве обычно это довольно короткая цепочка, легко прийти. What's your problem? Some little Indian man said, I am not happy. I don't know why. I tried, but I'm not happy. Итак, один индус пришел к королю и сказал: я несчастлив, я пытаюсь, но у меня не получается, я несчастлив. I know what you should do. И тогда король сказал: я знаю, что вам надо сделать. He said, you find one happy man and just wear his shirt. Найдите счастливого человека и оденьтесь в его рубашку. That's all? Yes. Just find a happy man, put his shirt on, wear his shirt, and then you'll know what happened. Как? И все? Да, и все. Просто найдите счастливого человека. Наденьте его рубашку, носите ее, и вы станете счастливым. The man comes back, and the king says, what happened? He said, I found a happy man, but he didn't have a shirt. Некоторое время спустя тот человек пришел к королю, вернулся и сказал: ну как, ты нашел счастливого человека? Да, я нашел счастливого человека, но у него не было рубашки. Now you know what happiness is. Теперь вы понимаете, каково счастье. That's one level. Это один уровень. In other words, saying, you know, we're distracted by the mundane. Иными словами, нас отвлекает материальное. So it's not a blessing to be inundated in mundane paraphernalia, or what you indicate by so-called success. Это вовсе не благословение, если нас окружает множество материальных атрибутов, богатств или того, что вы называли успехом. So spiritual life, there's a famous verse in Bhagavad Gita where Krishna is telling Arjuna, what's the proper approach to Guru? В Бхагавад-гите есть знаменитый стих, где Кришна объясняет Арджуне, как правильно обращаться к гуру. And it says, pranipad means like you see around here so many devotees, spiritual aspirants, they're bowing. There's a lot of bowing going on. В этом стихе сказано «Тат видхи пранипадена». Пранипад, что это такое? Вы видите, что здесь множество духовных искателей, очень часто они кланяются. На этом фестивале можно увидеть много поклонов. Or people observe about the east, a whole lot of bowing going on. Или иногда люди говорят это о Востоке в целом, что на Востоке очень много поклонов. The Western mentality is like, I don't bow down to anybody. Западное настроение – это скорее идея «я ни перед кем не склоню своей головы». But in India and the East, everybody's bowing down to everybody. Но в Индии, на Востоке, кажется, что все склоняются перед всеми. And Krishna's telling Arjuna, you have to bow down. Итак, Кришна говорит Арджуне, ты должен склониться. And what it means is, it has some literal aspect and metaphorical aspect. И что такое этот поклон? Есть физический аспект этого поступка и есть метафизический. So what it means and why this is the appropriate approach to the higher plane is, I'm taking the highest aspect of myself, which is my head, and bowing it to the least aspect of the plane that I'm seeking admission. В чем суть поклона и почему он уместен при обращении к высшему? Потому что смысл поклона таков, что я беру высшее, что во мне есть, мою голову, и склоняю к низшему в том, перед кем я склоняюсь, к стопам. That means that you think it's something that it has value. Это означает, что вы считаете, что то, перед чем вы склоняетесь, ценно. And that it's not like an object of your consumption. Что это не предмет, который вы можете поглотить. But rather, you're offering yourself in service to that plane. Skорее, вы предлагаете себя в услужение тому миру. So, our grand guru would say, and it means the proper approach spiritually is, I'm finished with this world of experience. И наш пра-гуру объясняет, кроме того, этот подход пранипадана означает, что я покончил для себя с этим миром опыта. But you're still in it. What does he mean? Но если вы все еще в этом мире, то что он имеет в виду? It means acquiring a new way of seeing things.
Это означает приобрести новый способ взгляда на все вещи. So rather than taking it that I'm the subject and everything and everyone in this world is an object meant whose value is realized in terms of if they're able to give me some sort of happiness or fulfillment. Это означает изменить мнение о себе, восприятие себя, отказаться от восприятия себя как субъекта, центра, относительно которого я воспринимаю все окружающее как предметы моего наслаждения, контроля, накопления. Rather, I'm offering myself in service to something higher. Напротив, здесь я предлагаю себя в служении тому, что выше. So we're trying to establish ourselves as the center, living an egocentric life. В этом мире, в своей эгоцентрической жизни мы пытаемся установить себя в качестве центра. A center, an exploiting center, and trying to increase the circumference of our exploitation capability. Это центр эксплуатации, и мы становимся центром эксплуатации и пытаемся расширить окружность доступной для нас сферы эксплуатации. Through acquiring, controlling, and consuming. Приобретая, контролируя, потребляя. When the spiritual progress is the opposite of that. Но духовный прогресс – это противоположность. So, we should not envy them, Поэтому нам не следует им завидовать, but rather be relieved that we're not burdened by the mundane. Скорее, нам следует чувствовать облегчение от того, что мы не отягощены материально. Once some students from a university in San Francisco were visiting our Guru Maharaj, and he said, "What are you studying?" I said, "Philosophy." Однажды студенты из университета Сан-Франциско приехали в гости в Индию к нашему гуру Махараджу. Он спросил их: скажите, а какой предмет вы изучаете? И они ответили: философию. They said, on a university level. То есть мы в университете изучаем полный курс философии. And Guru Maharaj said, "Oh, diving deep into ignorance." И гуру Махарадж откомментировал это так: о, вы погружаетесь глубоко в невежество. They were shocked. Они были в шоке, да? Not satisfied with the general that you are going deep into ignorance. Он сказал: вас не удовлетворяет, High dive. вас не удовлетворяет обычный уровень доступного невежества. Вы хотите нырнуть глубоко, словно с вышки ныряете. Meaning taking this mortal world is everything, and how much of it can I accumulate and engage in my service. Все это касается идеи, что этот материальный мир — это все и вся, и все вокруг я должен задействовать в служении себе. We're thinking that through consumption that we will achieve fulfillment. Мы думаем, что через потребление обретем счастье. And the element within us that gives some resistance to this notion, we're being told by humanistic propaganda to ignore that voice, to ignore the voice of your conscience or your better angels. Внутри нас есть некий элемент, который противится этой склонности, и гуманистическая пропаганда, пропаганда гуманизма говорит нам игнорировать этот голос совести, игнорировать, если угодно, светлых ангелов внутри нас. Modern life is structured to allow you to engage in an exclusively egoistic existence. Современная наука структурирована так, чтобы направить вас на жизнь, сосредоточенную исключительно на эгоизме. And all the slogans of humanism, they're permeating advertising. И слоганы, лозунги гуманизма пронизывают всю рекламу. So like, just do it. Например, просто сделай это. What does that mean? Что это значит? That means that what they're addressing is there's some element in you that speaks to self-restraint. They're saying, don't listen to that, just do it. Don't hesitate, just do it. Они говорят о том, что внутри вас есть некий элемент, который призывает вас к сдержанности, а эта реклама говорит: нет, не обращайте на это внимания, просто делайте, не сдерживайте себя. Why? Почему? L'Oreal answers this most important question. L'Oreal отвечает на этот важнейший из вопросов. Because I'm worth it. Ведь я этого достойна. Right? There was one advertisement in America
which I thought was the most naked expression along these lines. Their slogan was total indulgence, zero guilt. В Америке одно That's the время slogan of their company. была рекламная кампания, которая, на мой взгляд, является наиболее неприкрытым, открытым примером подобных лозунгов. Их рекламный слоган был таков: позвольте себе все, никакой вины. So, and we're being bombarded with this type of propaganda. И нас бомбардируют подобного рода пропагандой. One of the most famous playwrights in America, he said that previously people looked for guidance from literature or great thinkers, or could be religion or philosophy, or whatever. He said in the modern world people get their ideas about self and life from advertising. Один из знаменитых драматургов 20 века сказал однажды, что если в прошлом люди обращались к пьесам, к произведениям, к романам за источником представлений о себе, о своем долге в этой жизни, но ныне они черпают свои представления о себе из рекламы. И эта реклама пропитана гуманистическими лозунгами. What Alexander Solzhenitsyn called the disastrous deviation of the Enlightenment thinkers. Это то, что Александр Солженицын называл катастрофическим отклонением мыслителей эпохи просвещения. I'm the center of all existence. То есть мысль «я» — центр всего бытия. And everything is meant to as an object of fulfillment. И все предназначено быть объектом моего счастья. Once our Guru Maharaj was in India and he went to collect a donation to build a temple. Однажды Гуру Махарадж был в Индии, и он отправился собирать пожертвования, чтобы построить храм. This one government agency, they had some surplus funds, so they were approaching them. We want to build a temple, an ashram. У одной правительственной организации был как раз избыток средств, свободные средства, поэтому к ним обратились с просьбой, не могли бы они пожертвовать это на строительство храма. But the man who dispenses the funds, the positions had changed. There was a new man there. He said, the last people we will give any money to, or though if there's surplus funds, it's not going to go for a temple or an ashram. Однако чиновник, отвечавший за это, уже сменился, и новый человек, который находился на этом месте, сказал: даже если у нас были бы какие-либо свободные средства, последнее место, куда мы направим свои средства, это на строительство храма. We will use that money for some humanitarian, altruistic work to meet the needs of people. Лучше мы используем свободные средства на гуманистические, альтруистические нужды, помогать людям. So this is a big surprise to our Guru Maharaj, a little shocked. Now he realized, what am I going to say to this guy? Наш Гуру Махарадж был весьма удивлен таким оборотом событий. Он думал, что же мне сказать этому человеку? He's not admitting the value of spiritual culture. Этот человек не признает, что духовная культура обладает ценностью. So he quoted a very famous verse from the scriptures that says, what is the root cause of our problem in material existence? Hridrogam means heart disease. И тогда он процитировал знаменитый стих из Священных Писаний, где говорится, что главная проблема, главная беда наша – это хридрогам, болезнь сердца. What is that heart disease? This I want, this desire, I want to consume. Что это за болезнь? Это болезнь желания, болезнь потребительства. Я хочу. So an odd example came to his mind. И интересный пример пришел к нему на ум. And he said, when I was in the body of an elephant, I consumed jungles of food, and that hankering, that hunger, wasn't satisfied. Он сказал, когда я был в теле слона, я потребил целые джунгли еды, и мой голод не был удален. Said, when I was in the body of a stool-eating pig, I ate a mountain of stool, and my hunger wasn't satisfied. Когда я был в теле свиньи, питающейся испражнениями, я съел гору испражнений, но мой голод так и не был утолен. So through consumption, we won't find fulfillment. Поэтому через потребление мы не найдем счастья. But in this spiritual center, in this ashram, we will have a place
where people can hear about the innate wealth of the soul, we can address their needs in that way. Но в этом новом центре, храме, ашраме, что мы планируем открыть, в нем мы будем давать возможность услышать о неотъемлемой внутренней природе души. Мы позволим людям реализовать свои внутренние потребности. Like if someone has become mad and they're wandering the streets, eating out of garbage cans. Say the son of a wealthy man. He's lost his mind, he's wandering the streets, eating out of garbage cans. Представьте, что кто-то сошел с ума, ходит по улицам и питается из мусорных баков. Допустим, сын богатого человека сошел с ума, ходит по улицам, питается из мусорных баков. His real friend is someone who comes and reminds him of his relationship with his father. И его настоящим другом будет тот, кто придет к нему и напомнит ему о его отношениях с его отцом. If he's reawakened to the possibility of that relationship, this puts an end to all this garbage eating and madness. Если он пробудится к своей реальной связи со своей семьей, то тогда это пробудит его, спасет его от связи со всем этим мусоропоедальческим настроением. So, Krishna consciousness, the spiritual project, it's a reawakening awareness of that relationship we have with divinity. Поэтому духовный проект заключается в том, чтобы разбудить, восстановить в себе свою связь, свои отношения с высшей божественностью, с Кришной. There's a type of joy that comes from stealing. Своего рода счастье можно почерпнуть от воровства. Right? After the thieves pull off the heist, they sit around, they're laughing, enjoying what they've captured. Провернув удачное дельце, воры могут собраться вместе и смеяться, радоваться тому, как много они сумели украсть. But there's another type of joy that comes from giving. Но есть иного рода радость. Она приходит от отдачи. And so we say, really, I mean, we're split. We have a dichotomy. There's an element within us that wants to enjoy through consumption, but let's say our better angels speak to that deep heart, deep desire in the core of the heart to actually give something, to dedicate, to serve something noble and higher. До какой-то степени мы разорваны, в нас есть дихотомия. С одной стороны, в нас есть желание обретать счастье потребительского, эксплуатационного характера. С другой стороны, наши самые светлые ангелы подсказывают нам, что счастье нас ждет через подлинную самоотдачу, самопожертвование.